Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 21 апреля, воскресенье. И сегодня я хочу рассказать о ряде событий, которые порождены вчерашним утверждением в Палате представителей Американского Конгресса пакета помощи Украине, Израилю, Тайваню, ну, еще там 4-й вспомогательный пакет был. Это событие имеет и, надеюсь, будет иметь очень позитивное и, я бы так, не побоюсь этого слова, сказал, революционное значение и влияние на то, что нас ожидает дальше. И сегодня я хотел бы, поскольку сегодня воскресенье, все-таки хотел бы, так сказать, пройтись по более легкой информации на эту тему, а потом мы перейдем и к аналитической, стратегической информации, которая касается непосредственно того, что будет происходить в военных действиях на территории Украины. Но начать я хотел бы, вот буквально 10 минут назад, был готов уже начать запись этого видео, мне прислал знакомый из Нью-Йорка ссылку на издание «Фокус» украинское, где излагается интервью президента Зеленского бразильским журналистам. Это интервью опубликовано 20 апреля, то есть в тот день, когда Конгресс Соединенных Штатов, Палата представителей утверждала помощь Украине, возможность которой еще неделю назад мало кто верил, я это точно знаю как факт, потому что я присутствовал в этом информпространстве и видел, кто какие, питает по этому поводу предчувствия. Так вот, как раз когда Конгресс, когда здоровые силы в Конгрессе США боролись с нездоровыми за помощь Украине, президент Зеленский дал интервью, которое, вот «Фокус» озаглавило так: «Зеленский о двойных стандартах в политике». Здесь Зеленский сравнивает, как союзники помогли Израилю отразить атаку Ирана, одной из самых мощных воздушных атак, которые были за последние годы, но если брать вот одноразовую только атаку, с тем, как Запад помогает Украине, помогает или не помогает. И размышление Зеленского сводилось к тому, что наблюдаются двойные стандарты. То есть Израилю все, а вот Украине ничего. Это, значит, он все сразу отмел на двойные стандарты. Но меня расстроило это интервью. То есть вместо того, чтобы говорить о позитиве, дали наконец-то помощь, надо говорить о том, что делать дальше, начинается нытье, опять старая песня о двойных стандартах, то есть опять виноват дядя какой-то, мы такие хорошие, пушистые и так далее. Я хотел бы вернуть немножко президента Зеленского в реальную ситуацию. Для того, чтобы, то есть, понимаете, нельзя требовать любви к себе. Нельзя требовать, чтобы кто-то с тобой дружил как с лучшим другом. Этого нужно добиваться. Нужно добиваться своими силами. Нужно сделать так, чтобы тебя полюбили, тебя зауважали. И тогда не будет двойных стандартов. Чтобы к тебе относились так, как вот к Израилю Америка, надо быть Израилем. Нужно уметь выстраивать отношения. Вот израильская элита, нужно иметь израильскую элиту в Украине, на Банковой, которой, к сожалению, нет. Все лучше уехали. Остались маємо те, що маємо. Вот в чем вся проблема. Израиль 16 лет занимался подготовкой, вот как писали в аналитике американские, по поводу удара или отражения иранского удара. 16 лет выстраивали многоярусную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Вот это у них было велике будівництво. Они не разворовывали иностранную помощь. У них нету батальона Монако. Израильская элита относится к своей стране как к своему дому, как к своей квартире, которую надо обустраивать, охранять, чтобы этот дом был его крепость. Чем занималась в это время украинская элита, а последние 3 года элита президента Зеленского? Мы все хорошо знаем. По этому поводу не надо даже мне вам рассказывать сказки. Поэтому, если ты так сам относишься к своему дому,
Почему ты думаешь, что какой-то дядя Заморский должен о твоей безопасности думать и заботиться больше, чем ты сам? Это первое. То есть есть такая басня, вот, надо, наверное, Опия, президента Зеленского, так, прочитать эту басню. Называется «Стрекоза и муравей». И там такие фраза такая есть. Ты все пела, это дело, так пойди же попляши. Попляши, ну, слава богу, есть люди с совестью и с понятием геополитического, так сказать, ответственности. Поэтому, невзирая на хамское иногда, хамские ответы, которые с Банковой доносились с октября 2021 года по, скажем так, почти по 20 февраля 2022 года, Запад пришел на помощь. Ну и мы знаем, что и после этого последовало. Последовало то, что Зеленский потом в одном из интервью сказал, ну это же разворовываются не ваши доллары, не ваши деньги, а это мы типа разворовываем свои гривны. Это неправильно, это никого не ведет в заблуждение, потому что украинский бюджет вот сейчас зависит примерно на 60-70% от вливания долларов и евро. То есть каждая гривня 60-70% это помощь извне. Поэтому, воруя гривну, вы тем самым воруете центы. 70 там центов или 80 евро там и так далее. И начинать надо всегда с себя. Вот, что ты сделал для того, чтобы к тебе относились так, как Израиль? Нужно быть Израилем. Нужно иметь элиту такую, как в Израиле, а не ларечников и пиарщиков. Вот тогда и все будет хорошо, все будет иначе. Ну и слава Богу, несмотря на вот эти все детский лепет, который, к сожалению, доносится с самого верху правящей команды, значит, из Киева, все-таки фортуна повернулась лицом к Украине не благодаря правительству и Опия Ермака, а вопреки этому всему. Потому что то, что сделал последний буквально шаг администрации Зеленского, это вообще вопиющий поступок, который трудно так спокойно объяснить. Когда в разгар, в тяжелейшую ситуацию в ходе военных действий фактически обезглавливается все командование вооруженных сил Украины, все лучшее, что там накопилось, и что проходило тренировку в тяжелых боях в первые 2 года. Взяли, обезглавили, а теперь спрашивают, почему двойные стандарты? Это уникальный инфантилизм, который, он уже не лечится. Его можно решить только в ходе предстоящих выборов. Вот для того, чтобы к Израилю относиться так, как относились Америка и другие западные государства, вернее, к Украине, так как к Израилю, надо вот это все, которое сейчас находится на Банковской, в следующих выборах смести и посадить туда нормальных людей, которые будут руководить Украиной не как местом, которое можно раздеребанить и вывести деньги в офшоры, а как своим собственным домом. Ну, а теперь перейдем непосредственно к тем событиям, которые вчера пошли, потому что вчера было не просто принят закон помощи Украине, вчера был, по моим оценкам, поворотный момент и для Украины, и для Соединенных Штатов, а может быть и для всего мира. Итак, партия Путина в Вашингтоне, в частности в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, потерпела жестокое поражение. Олицетворением этого поражения стала набившая, наверное, оскомину Марджори Тейлор Грин, которая грозилась свергнуть с престола спикера Джонсона, если он проведет помощь Украине успешно на голосование, что случилось. Ну и как только это случилось, она как-то так сняла этот вопрос о том, что она будет поставить на голосование вопрос о снятии Джонсона. И так сказала, что теперь сейчас мы все разъедемся по избирательным округам и узнаем, поговорим со своими избирателями, что будет дальше. Ну, здоровые силы, которые, к счастью, еще преобладают в американском политикуме, начали кампанию, по-моему, по
выжиганию вот этой партии Путина из политического пространства Америки. Ну и таким наглядным, что ли, выражением этого всего является обложка или первая страница издания «Нью-Йорк Пост», которое входит в группу Мёрдока, который является сторонником Трампа и одним из его основных, так сказать, в средствах массовой информации вообще основной, в том числе и финансовый донор. И вот на первой странице изображено вот это. Это и есть сторожевая собачка Трампа в Конгрессе США, Марджори Тайлер Грин, в этой вот русской военной шапке. Теперь она проходит у нас под подгонялом «Московская Марго», и надпись здесь «Нет московской Марджори». И я надеюсь, что это, так сказать, начало или толчок к началу кампании по изгнанию, по очищению политического организма Соединенных Штатов от вот этой нечисти, от путинской партии. Затем должно произойти вот этот действительно поворот, которого Америка, в общем-то, ждала, да и Украина тоже, да весь цивилизованный мир уже как минимум года 2. Об этом поговорим еще позже. Теперь мне задали вопрос по поводу Sports. Виктория Спортс, как она голосовала, что там случилось, как я это оцениваю. Ну, как я оцениваю. Все течет, все изменяется. То есть она появилась впервые в русскоязычном и украиноязычном информационном пространстве с темой о необходимости контроля за поступлением американских средств в чиновничий мир Украины, коррупции, правильные, своевременные вопросы были. Ну, а потом она проявилась потом ее трампистская сущность. То есть она оказалась махровой трамписткой, и это все, что она говорила, было отражением. То есть главное – это трампизм, а потом уже Украина. Но вот таким образом она докатилась до того, что сделала вчера. Вчера она фактически выступила в группе той же Марджори Тейлор Грин, ряда еще оболтусов, и самого махрового крыла МАГА, самого махрового, то есть там полностью отмороженные идиоты находятся. И она предложила ряд поправок. В частности, значит, она предложила вычеркнуть из пакета помощи Украине пункт или секцию 401, 402, 403 и 407. О чем они? Первое, значит, она полностью предложила убрать из пакета помощи Украине экономическую помощь. Это смертельный удар был бы по Украине, потому что мы с вами уже обсуждали этот вариант. Можно дать сколько угодно оружия, но от этой помощи в области экономики Украины, и в частности вливание в бюджет, а для этого, значит, предусмотрено не менее 8,2 миллиардов долларов. То есть это вот то, что вместе с вливанием из ЕС и будет составлять 60-70% бюджета Украины. То есть экономика рухнет. Во-первых, значит, зарплаты государственным служащим, включая военнослужащих, перестают выплачиваться немедленно. Еще через месяц экономика вообще останавливается. Ну и потом, какая война, когда крах полностью экономики страны. То есть это убивается. Вот своим предложением она фактически обрекла бы, если бы это прошло, Украину на гибель. Не на поле боя, а в области экономики. Следующее. Она предложила вычеркнуть расходы на помощь беженцам, украинским беженцам, в том числе и детям. Знаете, есть программы помощи. Тех, кто прибывало, огромное количество украинцев переехало в Европу, в Соединенные Штаты много, и правительство им оказывает серьезную помощь. То есть люди получают деньги и всевозможные льготы, включая медицинское там обслуживание, в разной степени, в разных странах по-разному, но тем не менее, это стоит больших денег. Вот она предложила все это убрать. И главное, там написано отдельно «дети». Вот убрать и детей. Черт с ними, детьми, пусть, не знаю, то ли под бомбами сидят дети Украины, то ли пусть где-то там побираются на помойках.
Ну так, я образно, так сказать, выражаюсь. Следующее. Она потребовала, чтобы президент мог отменять, вернее, принимать решение о списании долга Украине только с разрешения Конгресса. О чем идет речь? По многочисленным просьбам, в том числе и несведущим, так сказать, гражданам Украины, которые говорили: дайте нам ленд-лиз, вот по предложению Трампа ленд-лиз в какой-то части Украина получит. Имеется в виду, что теперь помощь экономическая будет поступать не бесплатно, как все поступало раньше, а в кредит. Ну, там кредит достаточно условный, начиная с 2026 года можно эти деньги будет, то есть этот кредит можно будет прощать. Президент Соединенных Штатов. Примет он, не примет, это уже другой вопрос, но может быть. Так вот, она хочет затруднить, даже когда президенту США захочется отменить эту помощь, списать ее полностью, расходы. То есть Украина не будет должна никаких процентов и вообще помощь возвращать. Спортс настаивает на том, что он сможет это сделать без разрешения Конгресса. А там Трамп будет, там МАГА будет, и начинают крутить разные части тела президента, разрешать ему, не разрешать и так далее. То есть вот чисто босяцкое, политическое босятство. Вот. Ну и вот предложение именно в таком трамповском маговском стиле. Единственное предложение, которое она выдвинула, я бы поддержал, состоит в следующем. Значит, программа иностранного финансирования военного, а это костяк всей помощи Украине, там написано, что она может быть использована также для других стран, помимо Украины, которые пострадали от ситуации в Украине. Вот это я тоже бы убрал, потому что Украина страдает больше всех. Если это уже пакет помощи Украине, то давайте помогать Украине, а не в частном порядке принимать решения, ну, давайте там еще кому-нибудь, там, Франции, Германии поможем, которые, ну, я условно, конечно, говорю. То есть, по-моему, Украина уже настолько нуждается в этой помощи, что забирать оттуда еще, хоть даже чисто теоретически, для помощи каких-то третьих стран, это, конечно, неразумно. Вот так, теперь она поедет по предложению Тейлор Грин к своим избирателям. Избиратели у нее в основном реднеки, малообразованные, ну и какие избиратели, такой у нее, такой у них и представитель в Конгрессе. Я очень надеюсь, дальше мы поэтому пройдемся на эту тему, что их всех в основе своей вычистят, и в следующем составе Конгресса их не будет. Все идет именно к этому. Теперь, вот вы знаете, какую интересную разведывательную, я подчеркиваю, информацию можно получить из интернета, в том числе вот лично на моем канале, если знать, на что обращать внимание. Вчера в ответ на мое предыдущее видео, которое всецело было вызвано известным событием, утверждением помощи Украине в Палате представителей, кстати, должен сказать, Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате, заявил, что во вторник Сенат рассмотрит принятый законопроект в Палате представителей по Украине и без всяких поправок, без всякого обсуждения поставит его на голосование, он будет утвержден и тут же поступает на подпись Байдену. То есть демократы хотят этот процесс сделать как можно более быстрым. Так вот, значит, последовали, ко мне же отклики идут. Сын отобрал, говорит, что-то новенькое звучит среди этих откликов. Действительно новенькое. И я думаю, что это новенькое прежде всего идет, вот эта волна, от наших новых посетителей, которые последние, по моим наблюдениям, где-то месяц, их количество все возрастает. Это посетители, это боты и тролли кремлевские из России. Ну, они злобствовали последний где-то месяц по поводу неопределенности с помощью Украине в Америке. А вот вчера, ну, совершенно новая волна тут же покатилась. Вот я вам прочитаю один из таких месседжей, и потом его быстренько обсудим. Юрий, вот давай представим, у тебя два сына дерутся. У одного сына есть нож, а у другого нет.
Ты что, другому тоже дашь нож? Поймите, люди, дело не в оружии. Нужно искать другой выход. Звучит по-сумасшедшему, но нужно Путлера и Зеленского садить за стол переговоров. Все захваченные территории переходят к Америке. И это будет американская Киевская Русь между Украиной и Россией. Пока люди там живут и процветает, и ни Россия, ни Украина там уже не имеют ничего. Давайте сохраним жизни и деньги. Республиканцы правы. Эта помощь приведет к атомной войне. И все должны понять. Это не помощь, это начало атомной войны. О, как запели, да? Ну, тут, конечно, сумбур речи, потому что тезисы еще четко не утверждены. Суббота же была, народ отдыхает в Кремле. Ну и в подведомственных, так сказать, питомниках, в троллефермах. Но основная мысль. Теперь, то есть еще неделю назад там кричали, сейчас мы их всех будем убивать, до Парижа, до Лондона дойдем, а там, глядишь, и Лиссабона. А теперь давайте срочно садиться за стол переговоров. И пусть над этим всем будет Америка. И не надо давать Украине, как второму сыну, первый, значит, мировой цивилизацию Америки, первый, значит, сын, он с ножом, то есть путинская, то есть Мордор, а второму сыну не надо давать нож, надо его усаживать за стол переговоров. Вот, и это не один, не единственный. Сын насчитал, мне несколько прислал подобных сообщений, и вот в таком количестве концентрации. Это первый день, когда они все всплыли. О чем это говорит? В Мордоре вздрогнули. Они очень надеялись до последней минуты на свою агентуру в Соединенных Штатах Америки. Они были уверены, что помощь Украине не пройдет. И теперь они в растерянности, потому что все эти разговоры о могучей Раше, ее вооруженных силах, они были основаны на блефе. И теперь они, я не хочу грубых слов употреблять, ну, мягко скажем, очень напуганы. И правильно они напуганы, потому что вот я начал эту передачу с мысли о том, что мы находимся на переломном моменте, и теперь он должен переломиться в нужную для Украины и вообще для всех нормальных цивилизованных людей сторону. Об этом, в частности, свидетельствует интересная статья, которая была опубликована в издании The Atlantic, одной из старейших Соединенных Штатов Америки, для интеллектуалов. Сторонники Трампа и представители МАГА этого, конечно, не читают. Это слишком сложно. Тут нужно думать, включать мозги. Но это достаточно высокий интеллектуальный уровень, и к этим материалам следует прислушиваться и вдумываться в том, что написано. Итак, Трамп сдувается. Это заголовок. И это, как так сказать, анализ вчерашнего события утверждения пакета помощи Украине. В статье говорится, что в результате утверждения, голосования в Палате представителей в пользу Украины проиграл не только Путин, а проиграл Трамп. Украина выиграла, Трамп проиграл. Вот вам цитата. Поэтому, дальше продолжает издание, голосование в Палате представителей возрождает надежду на то, что Украина выиграет, может выиграть свою войну. Она также показала, что Трамп должен проиграть выборы, которые состоятся в ноябре этого года. Ну и дальше краткая история контроля Трампа над республиканской партией. Трамп контролировал республиканскую партию, по мнению Atlantic, в течение 9 лет. Его могли ненавидеть сенаторы-республиканцы, губернаторы-республиканцы могли его презирать, спонсоры республиканской партии смеялись над ними, а избиратели-республиканцы с высшим, подчеркиваю, с высшим образованием отвернулись от него. Но в конечном итоге вот все эти 9 лет это не имело никакого значения, потому что Трамп опирался, я вам говорил об этом, на 10%. Это охлос, это толпа. Малообразованная, в депрессивном районах проживающие там и так далее. То есть это полный в смысле слова охлократия. И поэтому остальные, которые были привержены республиканской партии, они должны или уйти из политики, многие это сделали, и вы знаете, вот последние недели
даже конгрессмены уходили. Некоторые пригрозили еще сейчас уйти, потому что Тейлор Грин сказала, что есть такая возможность, и она может поставить вопрос о снятии с должности Джонсона, но в ответ несколько конгрессменов республиканцев сказали, а тогда мы уйдем досрочно с занимаемых должностей, и тогда у демократов возникнет большинство. Сейчас у республиканцев всего один голос преимущества, учитывая то, что несколько мест вакантное вообще. И тогда вместе с большинством будет избран спикер-демократ. И тогда это полный крах республиканцев в Палате представителей. Так вот, значит, и тогда все, тогда наш будет спикер. Ну и вот такая сложилась ситуация в партии, когда интеллектуалы, стратеги, рейганисты подчинились вот этой меньшинству, но глупому, агрессивному, ну, самое страшное, это агрессивный, активный дурак. И они оказались в заложниках у этих агрессивных дураков. Что касается помощи Украине, то Трамп добивался своего в течение 16 месяцев. Когда демократы имели большинство в Палате представителей в 2022 году, они одобрили 4 отдельных запроса на помощь Украине на общую сумму 74 миллиарда долларов. Как только партия Трампа получила контроль над Палатой представителей в январе 2023 года, помощь прекратилась. Поэтому, господа, когда вам опять будут рассказывать, как любит партия Трампа Украину и как много она для нее сделала, а еще что она сделает, помните эту фразу. Когда демократы имели большинство в Палате представителей в 2022 году, они одобрили 4 пакета помощи на общую сумму 74 миллиарда долларов. Как только в январе 2023 года большинство перешло к республиканцам, Украина с тех пор получила шиш. Ну, имеется в виду, что никакого новых денег ей в помощь не выделили, а то, что поставляли, эта администрация растягивала вот те 74 тысячи, то есть миллиарда, которые ей выделил Конгресс в 2022 году. И это отвечает на вопрос, почему вот многие возмущаются, почему капельные методы. Да вот и поэтому и капельные, что то, что было выделено на 74 миллиарда на 1 год, на 2022 год, рассчитывали, что на 2023 год будут новые транши. Оказалось, шиш на 23 год. Поэтому растягивались 74 миллиарда вместо 1 года. Приходилось их растягивать и в течение, значит, 23 года. И еще вот до сих пор. Последние 4,4 миллиарда. Вот вам причина пипеточной так называемой помощи. Все очень просто, если разобраться в деталях. Все республиканцы понимали это. Но те, кто хотели продемонстрировать лояльность Трампу, должны были выступить против Украины. И поэтому и произошел вот этот резкий перелом. В 2022 году практически чуть ли не единогласно и демократы, и республиканцы голосовали за помощь Украине. А потом Трамп сказал в 2023 году: все, хватит. И тут же республиканская партия изменила кардинально свою позицию. Далее, значит, что произошло? К вчерашнему дню. Партия Трампа в Конгрессе, то есть имеется в виду вся республиканская партия, я бы сказал так, здоровые силы, то есть партии в лице рейганистов, восстали против лидера своей партии. Это бунт был фактически, то, что произошло вчера. И они восстали не по какому-то там мелкому вопросу, а по одному из самых заветных и важных для Трампа вопросов. Вопрос помощи Украине. И вот вам результат. Что произошло в результате этого бунта? Трамп проиграл с треском, катастрофически. И вот эти цифры, которые были поданы за пакет помощи Украине, за 311 против 112, эти 112 все республиканцы, которые остались, это те маговцы и те, которые все-таки склоняются к маговцам, это вот его люди. Но значительная часть, а их там всего 218. То есть все-таки большая часть, причем самая интеллектуальная, она против него восстала.
И что дальше происходит? То есть Трамп почуял, что жареным запахло уже 18 апреля. То есть первоначальное голосование должно было, если вы помните, должно было состояться 19-го, но потом его перенесли в пятницу, потом перенесли на субботу. Но накануне, предчувствуя крах, свои поражения, 18 апреля он написал на своем сайте в Truth Social, он написал, что выступает за помощь Украине. Вот цитата. Как все согласны, выживание и силы Украины должна быть гораздо важнее для Европы, чем для нас. Ну, это его старая песня, которую он оправдывал, пусть Европа помогает Украине, а нам-то что. Но теперь он добавляет важную мысль. Но это важно и для нас. То есть вот такое вот постепенное снятие в воздухе одного ботинка он снял, но не успел, значит, переобуть. Как пишет издание The Atlantic, это уже было постфактум для сохранения лица. Ну и что теперь происходит в республиканской партии? Это не просто в Палате представителей такой переворот, восстание, бунт. Это происходит в массах. То есть Ники Хейли, она сняла себя с пробега, но с тех пор, когда она себя сняла с пробега, на всех праймерис, которые происходили, значительная часть потенциальных, значит, республиканских избирателей, и их было до 25-30%. Они продолжали голосовать за Ники Хейли. Это был их, так сказать, личный бунт. Серьезный бунт, очень серьезный. Затем он стал собирать значительно меньше денег. Вот сейчас у Байдена, говорят, примерно в 2 раза больше денег, чем на предвыборной кампании, чем у Трампа. А это говорит о том, что доноры меньше ему верят. CNBC, телекомпания, недавно репорт был, согласно которому наблюдается усталость мелких доноров, а это основная база Трампа, это вот этот охлос, это реднеки, которые последние замусоленные $5-10 отмусоливают ему, это же наш спаситель придет, мы по-прежнему ничего не будем делать, но будем красиво жить. Что-то на них подействовало, чего-то они поняли, что надо сворачивать благотворительную деятельность в пользу своего лидера, тем более, что значительную часть денег он теперь тратит не на предвыборную кампанию, а на своих адвокатов по уголовным делам. Как дальше пишет Атлантик, проблема Трампа в том, что традиционная вера республиканцев в глобальное лидерство Соединенных Штатов Америки вступила в самое прямое столкновение с любовью Трампа к Путину. И в этом вопросе традиционные республиканцы-регонисты победили, а своеобразная любовь Трампа оказалась побежденной. Вот что стояло на карте политической жизни Америки, от чего зависела помощь, вернее, отсутствие помощи Украине вот с тех пор, когда республиканцы захватили большинство в Палате представителей с января прошлого года. Любовь, неизведанная любовь. И это вот впервые так говорится открыто в солидном издании по поводу этой нелепости, этого чудовищного явления в американской внутренней политике. Дальше вы увидите, что эта мысль не просто в отдельном издании, эта мысль уже дошла до такой, то есть понимание этого вопроса дошло до такого уровня, что оно облечено в стратегические выводы по поводу того, что же дальше делать Америке. Но процесс пошел. То есть вместе с утверждением помощи Украине начинается процесс очищения американского политического пространства от вот этой нечисти, которую развел Кремль в США за последние годы. То есть происходит нечто вот подобное после того, то есть в истории Соединенных Штатов это уже случалось накануне и после начала Второй мировой войны, когда буквально накануне расцветали здесь нацистские партии, которые потом с начала войны их как ветром сдуло. Надеюсь, что нечто подобное должно произойти и сейчас. Главное, что понимание, об этом заговорили, понимание есть. Уже это Тейлор Грин в солдатской российской шапке гуляет на первой странице издания Руперта Мердока. Это уже о многом говорит. Проукраинское, антитрамповское голосование в Палате представителей, а это одно и то же.
То есть вчерашнее голосование было не только проукраинское, но против трамповское. Это очень большой камень. Собственная партия Трампа вместе с демократами, что ужас для него и для МАГИ, в Палате представителей и Сенате нанесла ему оглушительное поражение. И этот пример может стать заразительным. Имеется заразительным накануне к предстоящим выборам. Республиканцы из-за Трампа оттолкнули от себя слишком многих и заплатили за это политическую цену. Они отдалили своих традиционных сторонников из-за враждебности Трампа к Украине. И это, вот, внимание, обратите на эту фразу, и это цена понимания традиционной республиканской партии, крыла. Что произошло? Эта цена была оплачена кровью и страданиями украинских солдат и мирных жителей. Вот вам ответ, я считаю, правильный и глубокий на то, что произошло здесь. Здесь происходила охлократическая контрреволюция. То есть я вам скажу так, что то, что уже зрело и во что превращалась Америка, это не демократия, это охлократия, охлос – толпа. Охлократия – это вырождающаяся форма демократии, когда страной правят не закон, а своего рода договорники и общение лидера этого охлоса с народом. Вот он выступил где-нибудь на митинге, сказал, вот я сделаю так, то, что он обещал. Вся его предвыборная кампания – это предвыборная кампания лидера охлократии. Я там разрушу Deep State, я расчищу спецслужбы и правоохранительные органы и так далее. Вот. И венцом, значит, этой контрреволюции охлократической, то есть антидемократической, должно было быть избрание Трампа. Ну и дальше, значит, это один вопрос. За это все, увы, Украина, несмотря на то, что администрация всеми возможными средствами пыталась как-то так смягчить отсутствие денег от Конгресса с января 2023 года, это удавалось, но все труднее и труднее. Вы знаете, это на поле боя немедленно отразилось, в частности, больше всего на нехватке боеприпасов. Это не только то, что потерпел Трамп поражение не только в Палате представителей, он потерпел поражение и в других вопросах, на которых должна была основываться его предвыборная кампания. В частности, он пытался спекулировать на экономике. Экономика процветает по сравнению даже с другими западными государствами. То есть индексы на биржах идут вверх, инфляция снижается, преступность снижается, на чем он пытался спекулировать. Пытался совсем недавно в своей предвыборной кампании он спекулировать на неорганизованной, неупорядоченной миграции через мексиканскую границу. Но теперь оказалось, что демократы, согласившись с республиканцами, разработали в течение нескольких месяцев совместными усилиями разработали самый радикальный вопрос по решению вопроса с границей. И потом по указанию Трампа, они же, республиканцы, это дело. Они подняли этот вопрос, и они же его убили. То есть теперь не столько не столько Трамп, сколько его противник будет использовать этот вопрос в ходе предвыборной кампании. Попытки трамповского лагеря создать фейковые уголовные дела или коррупционные дела, имея в виду его сына, они с треском провалились, когда оказалось, что главным источником информации о этой якобы коррупции являлся агент российских спецслужб, против которого выдвинуто обвинение в Федеральном бюро расследования. Он должен предстать перед судом в ближайшие дни. И таким образом в результате всех этих неприятностей, заключает издание The Atlantic, Трамп сдулся. Он сдулся до такой степени, что больше не может препятствовать помощи Украине. И вот это тоже важно понимать. То есть вчера успешное голосование в поддержку Украины произошло из того, что Трамп сдулся. Украина выиграла, Трамп проиграл. И это может повториться на предстоящих выборах. Вот таким образом, значит, получается ситуация, напоминающая историю с папой Бушем, который проиграл выборы, когда он шел на второй срок, из-за котлеты по-киевски, из-за, как ее называли американцы, речь
Chicken Киев. Ну, а здесь Chicken Путин, наверное, да, если Трамп проиграет из-за Украины, чикином, то есть цыпленком, окажется Путин. Ну и помимо статьи, вот эта статья подтверждается другими событиями, которые в последнее время прошли. Так, например, вот буквально в конце недели, то есть то ли в пятницу, то ли в субботу, должен был состояться громадный митинг, встреча Трампа с избирателями в Северной Каролине. В Северной Каролине Трамп его отменил. Там вроде сослались на то, что погода нехорошая собирается. Но, господа, под дождем концерты не отменяет даже Тейлор Свифт, самая богатая певица в мире. И проводит, могла бы себе позволить. Но она продолжает концерты даже под проливным дождем. Поэтому, значит, считается, что это все не из-за погоды, а из-за того, что он действительно сдулся. Второй. Трамп, который кричал с 2016 года, и его сторонники его поддерживали, в том, что нельзя проводить голосование по почте, они обвиняли демократов в том, что голосование по почте – это основной вариант фальсификации выборов для демократов. Они твердо стояли, никаких голосований по почте. Трамп теперь говорит, что можно голосовать по почте. Все смешалось, все смешалось. Ну и по поводу, помимо еще вот провала с пакетом помощи Украине, у Трампа очень плохо дела идут в суде. Вот, собственно говоря, что происходит. Теперь очень важный вопрос. И мне зрители пишут многие. Теперь вот выделили деньги для Украины, а как же сделать так, чтобы их опять не разворовали? А потом президент Зеленский будет спрашивать, а почему двойные стандарты? Воровать надо поменьше. Израиль не ворует деньги. Ни американские, ни свои, ссылаясь на то, что это же не американская помощь, мы свои воруем, не ссылаясь на это. Так вот, значит, очень важная, интересная статья «Политика», но она со ссылками в основном на выступление руководителя пресс-службы или официального представителя Пентагона генерала Райтера, который сообщил, что Пентагон направляет дополнительное количество офицеров в управление военного сотрудничества, которое существует в американском посольстве в Киеве. Они будут выполнять несколько функций. Первое – это контроль, максимальный контроль в выступлениях, в дебатах, когда обсуждался законопроект о помощи Украине, подчеркивалось, что в этот законопроект заложено все необходимое для того, чтобы этот контроль был самым жестким. Так вот, посылается туда дополнительный контингент военных. Затем они будут заниматься логистикой уже на территории Украины. Помните, сколько раз был случай, мы с вами обсуждали, что американцы и другие помощники Украины жалуются на то, что доставляют они оружие до украинских границ, а потом и неизвестно. А на поле боя говорят, что нехватка. Вот теперь они будут заниматься не только доставкой до поля боя, но, видимо, они будут следить за тем, как... То есть не до поля боя, до границы, но теперь они будут еще следить, как от границы Украины это оружие движется по назначению, на линию фронта, на те участки, где оно должно было быть. Очень важно это. Ну и третье – это советники, которые будут помогать руководству Вооруженных сил Украины принимать решения о том, как организовывать операции на поле боя. Вот последнее я считаю чрезвычайно важным, потому что пока был Залужный и его команда, я думаю, что и большинство граждан Украины испытывали веру в том, что все будет нормально. И командир, главное, нормальный, и команда у него отобранная и проверенная, и обученная в деле в течение 2 лет. А вот с новой командой, особенно с тем фактом, что возглавил ее кремлевский курсант, меня как-то не покидает чувство беспокойства до сих пор. Вот, видимо, для того и присылают этих дополнительных военных из Пентагона, чтобы они на месте наблюдали, не происходит ли саботаж так или иначе. Потому что пока Залужный был главнокомандующим, в значительной степени решения, которые принимались на уровне главнокомандующего ВСУ, которые обсуждались конфиденциально, напрямую с представителями Пентагона, Министерства обороны Великобритании, в общем, с кем надо, они
принимались конфиденциально с тем, чтобы не стали достоянием гласности, ну, таких представителей, как депутат Безуглая и прочих представителей ОПы Ермака. Но теперь в связи с переворотом, я бы назвал это так, переворотом в Верховном командовании ВСУ, теперь понятно, что там всем командуют не столько Сырские, сколько люди непонятные, неизвестные, для этого не предназначенные и не имеющие для этого права никакого, согласно Конституции и закону Украины, люди темные из ОПы Ермака. Ну и вот прислали наблюдателей, так сказать, или не наблюдателей, а те, которые будут вести конкретные функции и наблюдать, чтобы там не было саботажа. Я думаю, это очень-очень важно. Ну и несмотря на то, что это люди будут представлять Пентагон, они будут в структуру встроены посольству и будут подчиняться послу Соединенных Штатов. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Вот та грань между заявлением Байдена о том, что boots on the ground, то есть американских сапог или американских военнослужащих в Украине не будет, и между тем, что происходит на самом деле, она постепенно стирается. То есть движение идет в направлении того, о чем высказался не так давно Макрон. Подчеркивается, что эти люди не будут принимать участие в боевых действиях. Но я вам скажу, по опыту, скажем, Вьетнамской войны все начинается с поставки с направления советников. Ну и затем, значит, через некоторое время этих советников надо будет защищать от врага. Для этого посылается уже ограниченный контингент тех военнослужащих, которые могут и будут это делать. А потом для защиты первой команды защитников посылается вторая, более крупная группа. Ну, так далее происходит. Будет это происходить или нет сейчас, это второй вопрос. Первый заключается в том, что вот для меня, что американцы и союзники западные намерены использовать новую возможность, которая появилась вчера с утверждением помощи Украине, самым эффективным образом. Это дело не будет отдано на самотек, за ним будет контроль, о том, как это все будет осуществляться. Ну и многое зависит от того, как поведет себя администрация президента Зеленского. Если все будет хорошо, и администрация Зеленского будет сотрудничать с американцами, как это делают израильтяне, вот тогда не будет двойных стандартов. Я вам еще последний пример приведу, откуда появляются двойные стандарты. Их нет, двойных стандартов, когда есть доверие. Вот смотрите, последняя, значит, история по поводу ответа Израиля на атаку Ирана. Обсуждался вопрос, массированный наносить ответный удар Израиля или нет. Вы знаете, Байден администрация была против. Почему против? Да потому что выборы у них на носу. Ответный массированный удар Израиля, а на него Иран бы ответил, то есть американцам пришлось бы вмешаться в военном плане напрямую. А это гарантированный провал на выборах Байдена. Так вот, значит, тут возникло противоречие между Нетаньяху, которому надо нанести этот удар, и Байдену, которому это совсем не надо. И там были очень непростые, как я полагаю, переговоры. Но, обратите внимание, значит, во всяком случае, в американских СМИ об этих переговорах они все шли деликатно. Как в хорошей семье возникает противоречие, разные точки зрения по одному и тому же вопросу. И все это обсуждается внутри семьи, и ссор не выносится из избы. Вот это и есть доверие, это и есть отношения союзников. Но когда приезжает, или не приезжает, они встретились в Мюнхене, что ли, или позже, ну, короче, это неважно, когда вице-президент якобы кому-то сказал из украинских представителей по поводу этих ударов по НПЗ, а потом якобы об этом сказал Салливан, несмотря на то, что официальная позиция США, мы не вмешиваемся в это дело, эти решения принимают украинцы. Ну, то есть возникла проблема. Первую утечку кто сделал? ОПА Ермака. Деликатный вопрос. Сказали. Ну, хорошо, не понравилось. Но объясните, тем более, что у Украины, у руководства были все основания настаивать на том, что они правы. Во-первых, эти удары по НПЗ не повышали цены на нефть. Во-вторых, что надо ударять по этим НПЗ и так далее. Надо было убеждать. Как израильтяне убеждали
американцев вот после иранского удара. Но когда к тебе приезжает, значит, дядя, от которого зависит, получишь ты помощь или нет. Только дядя уезжает, а ты на весь свет. Вот дядя, негодяй такое сказал, мерзавец. Тут же все это подхватили. Опять Салливан, опять Бернс. Все плохие, это те люди, которые бились. Если бы они не бились, этой помощи бы вчера никто бы не утверждал. Никто бы не утвердил, потому что они были главными в этом деле. Ну так вот, подведу итог. Значит, для того, чтобы к тебе не относились двойными стандартами, нужно иметь доверие. Чтобы иметь доверие, нужно вести себя цивилизованно. Не подставлять своего союзника, не выставлять его в дурном цвете. Вот израильтяне, они этого не делают. Потому что они хорошо, наверное, знают эту фразу, что любимый челок, ну и далее, вы знаете это. И помнят завет из Библии «Не кусай руку дающему». Вот, и тогда все будет хорошо. Поэтому, дорогие друзья, на этом хочу закончить сегодняшний выпуск. Слава Украине и вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!